Здравствуйте! В данном видео немного поговорим о британском фунте, национальной валюте Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также о переходе Великобритании на десятичную монетную систему и о первых британских десятичных монетах. Британский фунт или фунт стерлингов – денежная единица, являющаяся, как уже было сказано ранее, национальной валютой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в которые входят Англия, Шотландия, Уэльс и, собственно, Северная Ирландия. Также фунт стерлингов является параллельной валютой коронных британских земель, острова Мэн, островов Джерси и Гернси, а также законным платежным средством для британских заморских территорий, таких как Гибралтар, Фолклендские острова, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья. В настоящее время фунт равняется 100 пенсам или пенни в единственном числе. До перехода Великобритании на десятичную монетную систему в 1971 году, по некоторым данным с 12 века, фунт стерлингов состоял из 240 пенсов, что равнялось 4 кронам, 20 шиллингам или 960 фартингам. В обращении находились следующие монеты регулярного чекана: фартинг 1/4 пенни, 1/2 пенни, 1 пенни, 3 пенса, 6 пенсов, 1 шиллинг, 12 пенсов, выпускался в двух вариантах, английский и шотландский, 2 шиллинга или флорин и полкроны, или 2,5 шиллинга. Последние монеты недесятичной системы, кроме монеты достоинством в 1 фартинг, выпуск которого прекращен после 1956 года, а после 1961 года фартинг перестал быть законным платежным средством, были выпущены в обращение в 1967 году. В 1970 году также была выпущена вся линейка данных монет в качестве пруф. Попытки перейти на десятичную монетную систему неудачные, периодически предпринимались правительством Великобритании с 19 века. И все-таки в 1966 году британским правительством было принято окончательное решение о данном переходе. Был учтен положительный опыт бывших британских колоний, а также был создан специальный совет по десятичной валюте, дабы переход на десятичную систему наименее болезненно сказался на населении. В 1968 году британским королевским монетным двором были отчеканены и введены в обращение новые монеты достоинством 5 и 10 новых пенсов. Монеты имели тот же размер, состав и стоимость, что и старые монеты достоинством в 1 и 2 шиллинга. И, соответственно, обращались параллельно с ними. Обе монеты были отчеканены из медно-никелевого сплава, имели круглую форму, медальное соотношение сторон, рубчатые гурты, буртики и ободки из точек на аверсах и реверсах. На аверсах обеих монет в центре поля был изображен профиль королевы Елизаветы II, смотрящей вправо. Круговая легенда слева от профиля, сокращение от латинской фразы, часть титула Елизаветы: «Божьей милостью королева, защитница веры», написанная заглавными латинскими буквами, и год чеканки монеты. Части фразы и год чеканки отделены друг от друга точками. Справа от профиля надпись «Елизавета II», выполненная заглавными латинскими буквами. Римская цифра 2 отделена от имени Елизавета точкой. Елизавета II, ныне здравствующая и царствующая королева Великобритании из династии Виндзоров, а также монарх
королевств Содружества, 15 государств Содружества наций. Елизавета взошла на престол 6 февраля 1952 года и является старейшим и самым долгоправящим монархом в истории Британии. Монета достоинством в 5 новых пенсов чеканилась каждый год с 1968 по 1981 годы многомиллионными тиражами, за исключением 1972, 73, 74, 76 и 81 годов, когда данная монета выпускалась только в качестве пруф. Вес монеты 5,65 грамма, диаметр 23,59 миллиметра. Монета достоинством в 10 пенсов чеканилась также каждый год с 1968 по 1981 годы многомиллионными тиражами, за исключением 1972 и 1978 годов, когда данная монета также выпускалась только в качестве пруф. Вес монеты 11,31 грамма, диаметр 28,8 миллиметра. В центре поля реверса монеты достоинством в 5 пенсов изображен чертополох, колючее травянистое растение, один из символов Шотландии, как уже было сказано, страны, являющейся частью Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Чертополох коронован шотландской короной, старейшей королевской регалией Великобритании. Ниже изображения чертополоха указан номинал монеты цифрой 5, круговая легенда в верхней части реверса, надпись на английском языке, выполненная заглавными буквами новых пенсов. В центре поля реверса монеты достоинством в 10 новых пенсов изображен коронованный лев, элемент стандартного герба Соединенного Королевства, стоящий на коронованном шлеме. Лев, в свою очередь, коронован так называемой короной святого Эдуарда, используемой при коронации новых монархов Великобритании. Ниже изображения льва указан номинал монеты цифрами 10, круговая легенда в верхней части реверса, надпись на английском языке, выполненная заглавными буквами новых пенсов. В 1969 году из обращения были изъяты старые монеты достоинством в полпенни и полкроны, 2 шиллинга 6 пенсов, а также была отчеканена и выпущена в обращении монета достоинством 50 новых пенсов, заменившая банкноту достоинством в 10 шиллингов. Монета была отчеканена из медно-никелевого сплава, имела форму семиугольника, медальное соотношение сторон, гладкий гурт и буртики на аверсе и реверсе. Вес монеты 13,6 грамма, диаметр 30 миллиметров. Монета чеканилась ежегодно многомиллионными тиражами с 1969 года по 1981 год, за исключением 1973 года. В 1971, 72, 74 и 75 годах данная монета чеканилась ограниченными тиражами только в качестве пруф. Изображения и надписи на аверсе монеты были такими же, как на аверсах монет достоинством в 5 и 10 новых пенсов. В центре поля расположен профиль Елизаветы II, смотрящий вправо. Круговая легенда слева от профиля, сокращение от латинской фразы «Божьей милостью королева, защитница веры», написанная заглавными латинскими буквами, и год чеканки монеты. Части фразы и год чеканки отделены друг от друга точками. Справа от профиля надпись «Елизавета II», выполненная заглавными латинскими буквами. Римская цифра 2 отделена от имени Елизавета точкой. На реверсе монеты в центре поля изображена Британия, аллегорический персонифицированный символ Великобритании. Данное изображение во многом повторяет изображение на реверсах додесятичных монет достоинством в 1 пенни.
Образ Британии известен еще со времен Древнего Рима и представляет собой молодую женщину в античном шлеме со щитом и трезубцем в руке. Аллегория, изображенная на монете достоинством 50 новых пенсов, представляет собой сидящую молодую женщину, одна рука которой держит трезубец и придерживает гербовый щит, а другая держит оливковую ветвь. Также в состав данной композиции входит британский лев. В так называемый десятичный день 15 февраля 1971 года были введены в обращение новые монеты достоинством в половину, 1 и 2 пенса, тем самым положив конец постепенному переходу на десятичную монетную систему. 31 августа того же года старые монеты достоинством в 1 и 3 пенса были выведены из обращения, а к 1979 году окончательно были выведены из обращения и 6-пенсовые монеты. Новые монеты были отчеканены из бронзы, имели круглую форму, гладкие гурты, медальное соотношение сторон, буртики и ободки из точек на аверсах и реверсах. Изображения и надписи на аверсах монет соответствовали изображениям и надписям на аверсах ранее отчеканенных монет достоинством в 5, 10 и 50 новых пенсов. То есть в центре поля расположен все тот же профиль Елизаветы II, смотрящий вправо. Все та же круговая легенда. Слева от профиля сокращение от латинской фразы «Божьей милостью королева, защитница веры», написанное заглавными латинскими буквами, и год чеканки монеты. Также части фразы и год чеканки отделены друг от друга точками. Справа от профиля надпись «Елизавета II», выполненная заглавными латинскими буквами. Римская цифра 2 отделена от имени Елизавета точкой. Монета достоинством в половину нового пенни чеканилась с 1971 по 1981 годы многомиллионными тиражами каждый год, кроме 1972, когда данная монета выпускалась только в пру в качестве ограниченным тиражом. Вес монеты 1,78 грамма, диаметр 17,14 мм. На реверсе монеты в центре поля изображена корона святого Эдуарда, о которой мы уже говорили ранее. Ниже короны указан номинал монеты в виде дроби 1/2. Слева и справа от номинала вдоль ободка расположены некие элементы. Тут вопрос к знающим. По 8 с каждой стороны. Круговая легенда в верхней части монеты, прошу прощения, реверса монеты. Надпись на английском языке заглавными буквами «Новый пенни». Монета достоинством в 1 новый пенни чеканилась с 1971 по 1981 годы многомиллионными тиражами каждый год. Также, кроме 1972, как и предыдущая, когда данная монета также выпускалась только в пру в качестве ограниченным тиражом. Вес монеты 3,56 грамма, диаметр 20,32 мм. На реверсе монеты в центре поля изображена коронованная решетка с цепями, или так называемый порткулис. Данное изображение повторяет изображение на реверсе до десятичной монеты достоинством в 3 пенса. Решетка являлась символом дома Тюдоров со времен английского короля Генриха VII, а в современной Великобритании символом парламента. Ниже решетки указан номинал монеты цифрой 1. Круговая легенда в верхней части реверса монеты, надпись на английском языке заглавными буквами «Новый пенни».
Монета достоинством в 2 новых пенса чеканилась с 1971 по 1981 годы многомиллионными тиражами каждый год, кроме 1972, 73 и 74 годов, когда данная монета выпускалась только в качестве пруф ограниченным тиражом. Вес монеты 7,12 грамма, диаметр 25,91 мм. На реверсе монеты в центре поля изображены так называемые перья принца Уэльского, представляющие собой плюмаж из 3 страусовых перьев, выходящих из короны, а также ленту слева и справа от короны, на которой написан девиз на немецком языке, означающий «Я служу». Данное изображение является эмблемой, как уже стало понятно, принца Уэльского. Помимо геральдики, данное изображение иногда используется как символ Уэльса. Ниже эмблемы указан номинал монеты цифрой 2. Круговая легенда в верхней части реверса монеты, надпись на английском языке заглавными буквами «Новый пенс». Таким образом, Великобритания, а также Ирландия, в которой также в это же время происходил переход на десятичную монетную систему, стали последними государствами в Европе, перешедшими на десятичную монетную систему. Изображение монет сделано с монет из собственной коллекции. При подготовке данного видео использованы материалы англоязычной и русскоязычной Википедии, сайта ucoin.net и numista.com, а также стандартного каталога мировых монет 20 века Крауза 46-й редакции. Просьба писать в комментариях обзоры, на какие монеты вам хотелось бы увидеть. Всем желаю удачи в пополнении коллекции. До новых встреч!